Здравствуйте, мои дорогие любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина. Я таролог и практик. Сегодня мы с вами погадаем на замечательную тему, что еще поменяется в вашей жизни за ближайшую неделю. То есть вы смотрите это видео в любой момент и на 7 дней, да, вперед. И мы посмотрим основные энергии ближайших 7 дней для вас с момента просмотра. Мы посмотрим, что, может быть, что-то неожиданное будет для вас, какие-то повороты судьбы, какие-то важные перемены. И гадать я буду на Таро «Современные ведьмы». У нас с вами будет 4 позиции. Видео всегда абсолютно актуальный момент вашего просмотра. То есть помните о том, что вы можете это видео использовать когда угодно. Итак, я сейчас буду перемешивать карты. И потом мы с вами посмотрим послание высших сил для вас, наставление, может быть, какое-то указание, да, высших сил. Для тех именно, кто смотрит видео с самого начала. Итак. Сдвигаем 3 раза. Раз. 2 и 3. И смотрим, что же там на дне колоды. И тут у нас десятка пентаклей. Замечательная карта семейная. Высшие силы соединяют вас с вашим родом, с вашей семьей, посылают лучи добра и благословения вашей семье, причем всем родственникам, говорят, что вы под защитой все. И это карта домашнего тепла, уюта, уважения старших и также любовь к маленьким. Поэтому здесь вот такое чувство, что в скором времени много будете с родными общаться. Итак, давайте теперь посмотрим. Первая карта будет ваше сегодняшнее настроение. По ней вы ориентируетесь, какую выбрать вам позицию. Итак, выбираем 4 позиции, 4 карты для вас. Что вас ждет в ближайшие 7 дней, какие повороты будут судьбы, какие моменты интересные на 7 дней. И у нас сегодня новые камушки. Давайте смотреть. Первая позиция — окаменелое дерево. Вторая позиция — халцедон. Третья позиция — серпентин. И четвертая позиция — дюмартирит. Новый кусочек. Первая, вторая, третья, четвертая. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте. Потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой позиции. Остальные я пока убираю в сторону. То есть вы выбираете позицию по вашему настроению, да? В этом раскладе. Итак, наше окаменелое дерево, первая позиция. Итак, первая карта у нас — это ваше настроение. Сегодня это король пентаклей. Во-первых, ваше настроение может зависеть буквально от какого-то мужчины, от его поведения, от его настроения. То есть, мол, такое же, как у любимого человека, например. Или такое же, как у того, кто влияет на вашу жизнь, на ваше настроение. Да? Но также эта карта показывает спокойное настроение, уравновешенное. Человек занят делом, домашним хозяйством, какой-то интересной, может быть, работой, может, не очень интересной, там, повседневной рутиной, семьей занят, допустим, да, или думает о том, что вот скоро на работу, что я буду там делать, какие выполнять обязанности. Человек как-то в голове продумывает план на 7 дней, допустим, да, что там нужно будет, какие дела провернуть, то есть, или какие заказы принять. То есть такая карта деловая, собранная, спокойная. То есть у вас такое вот уравновешенное настроение, нормальное. Хорошо. Даже, я бы сказала, уверенные в себе, да, вы люди, первая позиция. Хорошо, давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшие 7 дней. Какие повороты судьбы, какие, может быть, изменения. Что же вас там такое ждет? Первая карта — это повешенный. Повешенный говорит о том,
что в ближайшую неделю вам нужно будет на все посмотреть иначе. Вот как будто бы снизу вверх, может быть, под другим углом, совершенно иным взглядом. Инновации какие-то, может быть, нужны для вашей работы или вашей жизни. Также, конечно, это карта некоторого периода бездействия. Ну, то есть, когда буквально не можешь для чего-то что-то сделать. Вот что-то нужно тебе, да, там, провернуть, да, в жизни, там, такой добиться чего-то, целей каких-то, какую-то работу может сделать, или там, допустим, с кем-то встретиться. Но пока это невозможно. То есть есть моменты, что что-то вас как будто бы подвешивает, да, и для того, чтобы это сделать, нужно чем-то пожертвовать. И вы думаете, а стоит мне жертвовать или нет вообще ради этого? То есть вы чего-то хотите, но знаете, что это не так-то просто достичь. И что в ближайшую неделю, ну, либо ты этим там чем-то жертвуешь, да, очень ценным для себя, или там силами своими, чтобы этого достичь, либо пока в это не лезешь, там не делаешь это и все. Вообще повешенный, он может означать, что кто-то вас пытается ограничить, поставить в подвешенное положение, да, что как бы ограниченное положение, или ввести вас в состояние жертвы. Кто-то и также перед вами может играть святую жертву, мол, я ради тебя, да на все в жизни, там была готов, а ты, где ты мне, когда ответишь, да? Ну и также вообще повешенный – это, по сути, состояние роста духовного. Ну то есть, когда человек останавливается и начинает о чем-то задумываться, вот, о своей жизни, пересматривает что-то. Но это именно состояние стагнации некоторые. То есть это когда человек ну, особо никаких не предпринимает активных в жизни действий. То есть начало у вас ближайших 7 дней именно такое. Смотрим дальше, что... Дальше опять 4 мечей, опять остановка, задержка, какое-то пассивное состояние абсолютно. Так обычно человек ведет себя в отпуске, на больничном, на выходных, там, я не знаю. Может, у вас там на неделе будет какой-то перерыв, выходные. Остановка в делах, может быть. То есть, когда сказали, мы производство пока останавливаем, сворачиваем, идите все домой. Вот. Также пауза. Отдых за городом, отдых в другой стране, отдых там в другом городе, я не знаю, на море. Вот как бы лежишь себе, полеживаешь, отдыхаешь от прошлых стрессов, ничего не делаешь. Вот такое ничего не делание у вас на неделе. Самое интересное, это именно ничего не делание. И 4 мечей, она еще означает очень часто, когда... Она же идет после 3 мечей, да? Когда вас в прошлом кто-то обидел, ну, допустим, на прошлой неделе. А на новой неделе вы от этой обиды просто отходите, перевариваете, пытаетесь прийти в себя. Но это только в том случае, если у вас была обида на кого-то. То есть это, понимаете, уже после 3 мечей. То есть 3 мечей должна была уже произойти, получается. Вы столкнулись с нелицеприятной реальностью, вам пришлось познать правду. Эта правда вам неприятно, не хотелось ее принимать, но пришлось. И теперь вы перевариваете, да? Ну хорошо, еще смотрим карту. Дальше что будет, да? В конце уже недели что будет? Суд. Ну, суд, он показывает, что вы как будто, если по 4 мечей в пассивном состоянии чего-то ждали, то вы этого явно дождетесь. И идет, что высшие силы поднимают вас, так скажем, с кровати, с дивана, да, и вы встаете и возрождаетесь. То есть получается, что перейдете все-таки к активной фазе к концу недели, самое интересное. И, ну, как будто бы идет состояние реабилитации, восстановления, исцеления, возрождения, я не знаю. Снова начинаете быть активным человеком в жизни. Что-то позитивное произойдет. Вот когда вот так ангел является и делает какое-то чудо, тут именно чудо, да, мертвые восстали вообще из могил. Чудо, самое настоящее, мессия, да, явление. И, конечно, карта суд, она говорит о том, что и в вашей жизни произойдет к концу недели что-то чудесное, невероятное. То, что, ну, вы даже не думали, что может произойти. Это является настоящим благословением на самом деле. То есть какой-то прорыв в жизни после периода застоя, стагнации и отдыха.
Ну, я считаю, что, ну, вот такой прогноз, в принципе, неплохой, потому что не будет ничего за неделю там негативного, да, но я не вижу и очень больших позитивных вещей, только к концу недели вот идет состояние возрождения, и там уже, да, там уже чудо, там уже позитивное. Но всю неделю вот как будто бы вообще человек в состоянии паузы находится. Вот, ну, такая позиция номер 1. Идем дальше, к позиции номер 2. Димитка, ты храпишь как лошадь примерно. Халцедон. Давайте смотреть вторую позицию. Первая карта – это ваше настроение сегодня. 4 кубков. Состояние застоя. То есть, когда человеку вообще все наскучило, ничего не надо, ничего не хочется. У него есть шансы в жизни, у него есть много возможностей, но он этого не понимает совершенно. Вы можете ждать чьего-то звонка, чьего-то появления, но опять же состояние скуки. Вы не видите того, что вам дает судьба. Вы должны наслаждаться жизнью, быть благодарными судьбе, но человек этого не хочет, да, вы не хотите этого. Вы хотите только чего-то определенного, да, чтобы вас, ну, может быть, высшие силы развлекали. Вот, сами вы себя развлекать не хотите, все надоело, все задолбало, может быть, там на вас давят какие-нибудь там внешние силы, новости и так далее, что все надоели, уйдите, отстаньте, мне одно и то же, вот эти разговоры уже все, уже поперек горла, я лучше ни с кем общаться не буду, лишь бы не слышать этого, да. То есть бывает такое по 4 кубков. Ну и просто состояние игнорирования всех и вся, закроюсь и буду сидеть в одиночестве. Или буду сидеть при всех, но делать скучающий вид. То есть, ну вот полное такое состояние апатии, да, апатии. Некоторые, может быть, даже депрессии, что не могу найти себя вообще, для чего я живу, кто я. Вот такое состояние. Если у вас такое, узнали себя, смотрим дальше, да. Смотрим дальше, что у вас в ближайшие 7 дней будет происходить. Отшельник. Первую, ну, как треть, да, примерно недели вы будете проводить в одиночестве, скорее всего, или просто игнорировать окружающих людей. То есть продолжается то, что у вас началось. Но отшельник – это все-таки состояние, когда загляну в ноутбук, да. Вот здесь у нас мобильник лежит вообще отдельно от человека. Здесь уже пытаемся заглянуть. Но также это состояние все-таки более высокое отшельник, это духовное развитие. Человек пытается разобраться в себе. Кто я, что я, зачем, почему. Почему со мной в жизни вот это происходит? Почему я оказался именно в этом месте, в это время, в такой ситуации? То есть он все равно что-то пытается в себе расковырять, понимаете, и в своей жизни разобрать. И отшельник познает опыт, то есть вы усваиваете этот опыт. В начале недели, получается, вы будете все-таки, ну, более философско настроены и разбираться в себе и усваивать опыт. Но примерно так вот получается, что либо в одного, либо просто даже при всех будете считать себя более таким изолированным, отделенным от других человеком. Пассивным человеком. Так, середина. Колесо фортуны. Все начнет вертеться, крутиться, меняться, и будут происходить для вас совершенно неожиданные повороты, события. Это может быть внезапная поездка, это может быть внезапный приход к вам какого-нибудь гостя, новости какие-то, которые вас ошарашивают, поступление денег, которые вы не ожидали. Вот любой поворот событий, вообще любой. К чему это точно относится? Давайте посмотрим. Это относится к 9 пентаклей. Во-первых, 9 пентаклей – это очень удачливая карта. Она показывает здесь, что у вас могут быть неожиданные везения в деньгах, неожиданные везения в плане материального достатка, да? То есть какие-то назначены могут быть вам премии, если вы работаете, подарки могут быть поступать, да, от любимого человека, например, или еще что-то. То есть какие-то внезапные выплаты, например, приходить. То есть вам повезет с деньгами, да, в середине недели, вот будет какое-то удачное время. Хорошо, а к концу недели что будет? Карты вообще у вас очень такие хорошие, но 9 пентаклей, она опять же говорит о том, что вы как-то больше изолируетесь от других, да? Стараетесь себя ограничивать от других людей. Уж не знаю по какой причине, но вы какой-то человек такой, больше одиночка.
И последняя карта у нас в конце недели — десятка кубков. Вот здесь вы уже не одиночка. Здесь вы соединяетесь с коллективом, с семьей, может быть, с группой людей. И на вашем небосводе сияет радуга. То есть это вот такая гармония, счастье и времяпрепровождение с близкими. Вы можете даже попасть на семейное сборище, семейное торжество или просто посиделки с семьей. Можете открыться для общения с другими людьми и порадоваться этому. Быть уже больше приверженцем какой-то группы, коллектива, да, чем вы всю неделю как-то отгораживались, да, от других, а теперь вы соединяетесь с другими. И, соответственно, десятка кубков — это счастливая, гармоничная карта, которая показывает, что мы все один за всех и все за одного. Она говорит о том, что силы рода вас будут поддерживать, силы вашей семьи будут поддерживать вас. И, конечно, это благословение в этой карте. Но, видите, у вас все карты положительные, да? То есть неделя к концу, она еще лучше, лучше и лучше будет становиться. В начале, да, вы как-то отделены от других, а к концу вы уже и общаетесь со всеми, и развлекаетесь, и получаете еще какие-то деньги. Поэтому здесь все неплохо, я так скажу, очень даже неплохо. Есть к чему стремиться на неделе. Ну, вот такая позиция номер 2. А мы идем дальше к третьей позиции, серпентин. Какие перемены в жизни, изменения, да, что вас ждет в ближайшие 7 дней. И первая карта — это ваше настроение, по ней вы ориентируетесь. Туз жезлов. Туз жезлов — это яркость, впечатленность, да, какая-то. Вот вы кем-то или чем-то заинтересованы сегодня, и у вас бодрое настроение, веселое, я бы сказала. Может быть, вы страстно чего-то желаете. У вас есть прекрасная идея, которую хочется воплотить в жизнь. Вообще, туз жезлов должен показывать именно хороший настрой у человека, оптимизм в жизни, веру в будущее, веру в себя и в свои способности. Также готовность действовать, что-то делать для развития, для того, чтобы добиваться своих целей. Вы настроены на созидание, вы настроены на самое лучшее. Вот судя по этой карте, я уважаю таких людей, я люблю лидеров, я люблю тех, кто проявляет инициативу в жизни. И вы готовы проявить инициативу в жизни. Вы готовы быть кем-то, кто шевелится, да? До последнего шевелится и старается что-то сделать. Я это считаю очень хорошо. Так, давайте смотреть дальше. Что же вас ждет в ближайшие 7 дней? Начало недели — это рыцарь кубков. Ну, посмотрите, карта замечательная. Она показывает, что кто-то будет предлагать вам свои чувства. Это любовная история, love story, да, как говорят. Конечно, эта карта говорит о том, что к вам может прийти, пожаловать любимый человек, мужчина или женщина, это не важно, проявить к вам свою инициативу, пообщаться с вами, позвать, может быть, даже на свидание, признаваться в чувствах или просто их показывать. Может дарить какие-то подарки, да? Я считаю, что рыцарь кубков — это вообще хорошая карта. Она всегда говорит, что человек идет по пути своего сердца. Вы захотите быть творческим человеком в начале недели, созидать. Для вас будет важно продвигаться вперед, что-то делать, работать, стараться. Вот знаете, с удовольствием, от сердца вы будете все делать. И с людьми вы будете общаться душевно. Если кто-то вам не нравится, вы общаться не будете, ограничите общение. Если человек нравится, будете открыты к нему, очень дружелюбны. И, естественно, люди будут отвечать вам взаимностью. Так, в середине недели что примерно произойдет, да? Начало неплохое. Опять рыцарь, только жезлов. Вы со всей мощью будете рваться в бой, вперед. Вы будете уже видеть перед собой цель и рваться к ней, достигать ее. Карта очень позитивная. Она всегда показывает, что в вашей жизни может сыграть важную роль человек, который к вам неравнодушен. Между вами страсть, между вами чувства, да, то есть тут развитие идет в течение недели все-таки какой-то любовной истории.
Ну и также это активность в жизни. Вы будете много ездить, передвигаться, общаться с людьми, разговаривать, да, обо всем, обсуждать, может быть, какие-то новости, обсуждать нововведения в окружающем мире. Очень много будете бегать там, да, между, может быть, какими-то, не знаю, инстанциями, там, на работе шевелиться, бегать, что-то делать. В общем, неделя шустрая такая, неделя как шебутная, когда люди очень много действий за всю неделю предпринимают. То есть у вас действительно жизнь кипит, да, и, конечно, могут быть много позитивных разных эмоций, людей, которые вам интересны вокруг, любимый человек, с кем вы испытываете чувства друг к другу, страсть, общаетесь, спорите иногда. Вот, понимаете, очень много активности. Хорошо. И к концу недели что будет? 6 мечей. А вот тут уже прям конкретно, что рыцарь жезлов, ну и 6 мечей подтвердил, дорога. То есть у вас на неделе может быть какая-то дорога, вы куда-то уезжаете. Это может быть краткое путешествие, это может быть длительное путешествие. Но ваша активность перед путешествием объясняется, вам нужно дела доделать, да, и также вообще что-то предпринять. Конечно, я не говорю по срокам, что это прям точно конец недели. Это может быть и середина недели. Но это самые яркие события за неделю. Поэтому я пытаюсь так примерно, что сначала будет, что после этого, что к концу. Вот. Но это не значит, что прям это четко будет в пятницу, субботу, воскресенье, понимаете? Это может быть и раньше, конечно. Все зависит от того, что, может быть, это самое важное, да, что произойдет, а потом вообще, ну, там, просто пассивность. Поэтому вот самые активные действия, события, которые у вас будут, это, ну, вот куда-то вы поедете, дорога лежит вам. И перед этим суета, много всяких дел. И, конечно, кто-то рядом, вот с кем вы общаетесь, и, может быть, даже вместе едете куда-то. Ну, вот такая позиция, очень позитивная. А мы идем к позиции номер 4. Наш дюмартьерит замечательный. Видите, какой красивый. Итак, что вас ждет в ближайшие 7 дней? Какие перемены, изменения, может быть, что там будет? И первая карта – ваше настроение. Жрица. Жрица – это молчаливое такое, извиняюсь, молчаливое такое настроение, когда человек буквально держит все внутри себя, что-то скрывает, но очень много знает. Также это вот как она сидит за компьютером, может быть работа за компьютером, постоянная сосредоточенность, там в ноутбуке, в телефоне. То есть человек больше, который ковыряется, вот как, может в офисной работе или просто что-то постоянно там в телефоне делает. Ну и также эта карта говорит о том, что у вас, может быть, активизируется интуиция, способности, вы что-то чувствуете. И тогда вы пытаетесь разгадать эти чувства сейчас, понять, что за предчувствие гложет вас изнутри, что за предчувствие посещает вас, что за сны вам приснились. И, конечно, карта, она говорит о таинственности такой, о многих глубоких знаниях, скрытых в вас, вот, молчаливости. Вы, если скажете свое слово, оно будет тщательно взвешенным. Просто так вы от балды говорить не будете. То есть это умный человек, да. Хорошо, давайте посмотрим, а что вас ждет в ближайшую неделю. Что это будет? Что за перемены, может, в жизни идут? Начало примерно недели – это 7 жезлов. Вы будете отбиваться от нападок со стороны других людей. Кто-то на вас напирает. Может быть, что-то требует. Ну, сделай вот это, сделай. Сроки поджимают, да? Может быть, просто сейчас все с вами спорят, обвиняют в чем-то. Может быть, по 7 жезлов, что вы с кем-то спорите и доказываете свою правоту вот всеми силами. Вот неделя начнется у вас именно с этого, что вы будете много доказывать, много отпираться, много, может быть, бороться с кем-то, но вы победите. Эта карта все равно человека, стоящего на вершине холма. Это активная карта, да, вы все равно способны победить.
Следующая карта, примерно середина недели, это карта «Мир». Вы обретете со всеми уже потом гармонию, да? Вы будете хорошо общаться с людьми, найдете с ними точки соприкосновения, докажете свою правоту, они ее признают, и вы обретете гармонию с окружающими. Карта «Мир» показывает часто международные связи, связи с общественностью, средствами массовой информации. Может быть, вы будете писать статьи какие-то, выступать где-нибудь, тоже вариант. Ну и также карта «Мир», она просто может говорить о поездках, переездах, командировках. И она еще может говорить об общении с иностранцами, да, то есть такая хорошая, ровная, спокойная карта с результатами, но при этом она показывает, что человек, вот он может выходить куда-то дальше, то есть за рамки того места, где он живет, в плане общения, там, связей, да. И вообще вы добьетесь чего-то, ну, вот в середине недели какого-то важного результата. Может быть, даже в финансовом смысле результаты будут. Что примерно к концу? Вообще идет справедливость. Эта карта говорит о том, что правда на вашей стороне. Вы можете получать юридические консультации или давать юридические консультации, разбираться в законах. Вы поймете, что действительно вы в чем-то правы или ищете лазейку в законе, которая вам действительно поможет. Карта может показывать обращение в суд, выигрыш в суде. Карта может показывать различные консультации с адвокатами, и которые действительно вам помогают. Все будет по справедливости. Вы добьетесь какой-то справедливости и отстоите свои права действительно. Карта говорит о том, что вы все сделаете правильно, все сделаете так, как того требует закон. Также эта карта показывает работу в государственных учреждениях, с юриспруденцией, в полиции, там, в всяких важных местах. И тогда вы будете руководить там, да? Руководить и справляться со своей работой. То есть вас, скорее всего, премируют и похвалят. Ну, вот такая позиция номер 4. Всем спасибо за внимание. Жду, что вы продолжите смотреть мой канал. Ставьте лайк этому видео. Подписывайтесь. Всем пока и до новых встреч.